Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Для тех, кто впервые на нашем канале, я скажу, что мы живем в этой замечательной стране уже больше 5 лет, практически почти 6 лет. Снимаем вам видео об этой стране, рассказываем разные интересные, полезные ролики. Тема сегодняшнего ролика будет связана с вашими вопросами непосредственно с темой иммиграции, переезда в Испанию. Многие спрашивают, чем заниматься, что делать после переезда, после иммиграции, не будет ли скучно. Вот об этом сегодня я хотела немножечко с вами поделиться. Ну и для начала, друзья, я сразу же хочу вас попросить не забыть поставить лайки, поддержать наше видео своим комментарием, порекомендовать нас друзьям. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что здесь мы рассказываем о жизни в Испании, рассказываем правду. Канал у нас честный, не купленный, не проплаченный, поэтому всегда вы узнаете о жизни в Испании, о жизни в этой замечательной стране, какие-то тонкости, нюансы, ВНЖ, продление, учеба, работа и так далее. Обязательно подпишитесь. Если вы в своей стране не скучали, имели какие-то хобби, имели какие-то занятия, то и в другом месте вы, соответственно, тоже не будете скучать, потому что каждый человек развлекает себя сам. То есть надо понимать одну единственную вещь, что здесь, вот мы, например, при переезде в другой стране, в принципе, по большому счету, никому никто не нужен. То есть вы должны сами переезжать, вы должны сами себе находить занятия, развлекать себя. И если у вас было хобби дома, в той стране, откуда вы переезжаете в новое место, то вы этих хобби можете спокойно взять с собой сюда и заниматься тем же самым, чем вы занимались. Если вы катались на мотике, вы можете и здесь кататься на мотике. Вы занимались фитнесом, шейпингом, в тренажерный зал ходили. Здесь вы можете просто увеличить свои занятия, поскольку у вас, возможно, появится больше свободного времени. То есть нужно понять одну единственную истину, которую, может быть, другие не говорят, но я вам это скажу. В принципе, снять розовые очки и понять, что вот переезжая на новое место, мы нужны, наверное, прежде всего сами себе, своей семье. И никто, в общем-то, не будет создавать нам какой-то досуг здесь, развлекать нас и придумывать нам какие-то интересные занятия. Если взять опыт нашего переезда в Испанию и опыт многих людей, которые сюда переезжают, могу вам сразу сказать, что после получения резиденции все люди должны идти, переехавшие из РФ, идти в течение 6 месяцев в автошколу. Поэтому это вот один из вариантов вашего занятия. Это может быть походы в автошколу, вы будете изучать новые правила дорожного движения, соответственно, язык подтягивать испанский, сдавать теорию, практику. На это может уйти от 3 месяцев до 6, может быть, кто-то там и год может заниматься, и 2, и несколько попыток иметь задачи. Это одно из занятий, одно из вариантов занятий. Но, соответственно, самое первое, наверное, что приходит в голову, это изучение все-таки испанского языка, поскольку это новый для нас язык, новая страна. Все люди, в общем-то, мы всегда рекомендуем изучить еще и язык. То есть вот уже у вас 2 занятия, дальше вы можете онлайн обучаться где-то, есть время для саморазвития, самопознания, вы можете поступить в университеты, в институты, формационно-профессиональные, либо учиться как-то онлайн. Опять-таки можно учиться рисованию, пению, всему чему угодно. Вы также можете какие-то курсы онлайн. Сейчас это доступно достаточно. Можно брать учителей, которые живут в другой стране, и таким образом получать какие-то знания. То есть вот это время прекрасное для того, чтобы заниматься своим саморазвитием, учебой, изучением языка и изучением новых правил дорожного движения в автошколе, в испанской автошколе. Здесь как раз, когда вы переезжаете, вот в частности в Испанию, это замечательное время для того, чтобы заняться своим здоровьем, привести себя в хорошую спортивную форму, изучить какие-либо виды танцев, сальсу, румбу и так далее, заняться фитнесом, пойти, здесь, кстати, очень развито на побережье, групповые занятия йогой, цигуном на свежем воздухе. Вы познакомитесь с новыми людьми, вы займетесь спортом, и, в общем-то, это какое-то общение. То есть это вот тоже замечательное время для того, чтобы, может быть, вы будете кататься на велике. Здесь очень популярное занятие теннисом большим, гольфом, кстати говоря. Это очень такое длительное занятие, гольф. И не за 5 занятий вы изучите его, потому что, как выяснилось, это очень такой спортивный, сложный и требующий физических навыков вид спорта. И вы знаете, вот на самом деле, по моему опыту, здесь очень приятно заниматься какими-то видами
видами спорта на улице, изучать какие-то танцы, йогу и цигун, потому что здесь, в Европе и в Америке, не принято проходиться по внешности человека, давать вам какие-то рекомендации. В принципе, здесь никто не говорит, что ты надел не ту одежду, у тебя не те какие-то весовые данные, здесь у тебя худое, здесь у тебя не худое, как-то обсуждать усы, прическу, ноги и так далее. Обычно это делают наши соотечественники, но я сразу хочу вам сказать, не обращайте на это внимания. Не обращайте на это внимания, получайте удовольствие от тех видов спорта, занятий на улице, танцев, изучения йоги и цигуна, которые будут делать вас здоровее, бодрее, эмоциональнее, заряженнее, и получать от этого удовольствие. Можно вообще на самом деле много придумывать разных мероприятий, но если вы переезжаете с ребенком, у вас, конечно же, день будет занят детьми. Отвезти ребенка в школу, сготовить обед, отвезти на какие-то курсы, занятия спортивные, теннис, гольф, плавание и так далее, поскольку здесь очень много секций, очень много там языковых каких-то курсов, ну и так далее. То есть день будет действительно занят вот этим, может быть, если дети, если нет, если вы молоды и переезжаете, вы можете сами учиться в университете, в техникуме, как я уже сказала, это называется формасион профессиональ, на каких-то курсах. Можете вступать в какие-то сообщества, ассоциации своих единомышленников, русскоговорящих, например, там, я не знаю, немецкоговорящих и так далее. Это тоже можно создать самим, можно создать какой-то фонд, в конце концов заниматься какой-то благотворительностью. Также, если вы переезжаете, у вас достаточно финансовых средств, вы можете воплощать здесь какие-то бизнес-идеи в жизни. Чем вы занимались дома, вы можете тоже сам организовывать здесь кафе, рестораны, отель, все что угодно. Открывать какие-то фермы, я не знаю, заниматься чем-то, строительством, экотуризм, купить квартиры, сдавать их в аренду, обслуживать самостоятельно, управлять этим. Вы можете изучать здесь виноделие, агрокультуры какие-то и так далее. То есть, на самом деле, для человека с интеллектом здесь очень много, я сейчас не хочу никого обидеть, очень много разных интересов можно найти, очень много разных занятий можно найти, каких-то воплощений своих идей и средств, может быть, в зависимости от того, сколько у вас времени, сколько у вас финансовых возможностей. Если же вы приезжаете просто жить и не имеете большого количества финансов, то вам, естественно, изначально нужно будет выучить язык, это тоже время, пойти в автошколу, это тоже время занятия, и найти работу, то есть это тоже. Ну и, соответственно, там, и там, и там у вас будет какой-то круг общения, новые знакомства, новые люди. Опять-таки, вы можете подписываться в разные группы, в Инстаграме, на Фейсбуке, общаться, встречаться. Ну, это тоже как вариант проведения свободного времени. Кто смотрит наш канал, я хочу напомнить, что Испания – это мы много городов здесь показываем и мест. Испания – это очень интересная страна с богатой историей и архитектурой, то есть и археологией, и архитектурой, и историей, то есть географией. Здесь как раз время на то, чтобы изучить немножко эту страну, больше путешествовать. Вы можете отправиться в путешествие, смотреть новые города для вас, соответственно, знакомиться с новыми людьми. В конце концов, вы можете вести сами блог в Инстаграме, на Ютубе, снимать канал, рассказывать людям и показывать о жизни в этой стране, показывать, чем вы занимаетесь, ваши хобби. Но в этом случае я хотела сказать, вам придется понять, стрессоустойчивы вы или нет, потому что не всегда будут хорошие комментарии, не всегда наши соотечественники здесь или на родине, откуда мы прибыли, будут нас поддерживать. Очень много может быть троллей и много злых, колких комментариев. На это не стоит тоже обращать внимание. Это можно забанить всегда. И, в общем-то, представлять, что ваше социальное пространство – это ваш дом. И вы в полном праве туда не пускать всех подряд, кто там ругается, плюется, ходит с грязными ногами, грубо говоря, да, так просто, проще говоря. Это тоже прекрасное времяпрепровождение, где вы можете делиться своим опытом, где вы можете показывать какие-то красоты жизни в Испании. И, может быть, это может быть вашим тоже каким-то маленьким бизнес-проектом.
Кстати, если вы художник, вдруг вы можете участвовать в различных выставках, которые тоже в Испании очень много проводятся. И здесь есть фестивали кино, короткометражных фильмов, в том числе различные интересные выставки, концерты. И также в свободное время вы можете посещать концерты. Здесь есть балеты, оперы, симфонические музыки. Абсолютно разные актеры, разные музыканты, и в том числе и наши соотечественники, гастролируют сейчас по Европе, показывают свои концерты. И в них мы тоже принимаем участие в плане как зрители. Да, мы тоже ходим на такие концерты, поэтому все зависит от нас, еще раз повторюсь, все зависит только от нас, от наших желаний, от наших возможностей, от нашей внутренней культуры и от нашего настроения. Да? Если мы хотим скучать, мы будем скучать. Если мы хотим как-то себя разнообразить и что-то узнать новое, то, в принципе, это возможно в любой стране или невозможно. Можно и дома сидеть, у себя на родине скучать и говорить: мне скучно и нечем заняться. Вы можете ходить здесь, изучать местную кулинарию, рестораны, кафешки, слушать музыку. Это тоже для кого-то времяпрепровождение, очень интересное. Я хотела сказать, что Испания – это тоже возможность приобретения различных новых навыков и новых хобби. Здесь, например, можно заниматься астрономией, приобрести себе, как сказать, это телескоп, наблюдать за звездами. Это тоже очень увлекательное занятие. Кроме того, я уже сказала, что вы можете принести все свои хобби сюда, приобрести себе также мотоцикл, цикломотор, что-то еще. Можете шить, вязать и объединяться, то есть тоже в какие-то сообщества с любителями таких же видов хобби, как и у вас. И обмениваться, в принципе, информацией. Можете ходить на курсы, где вы будете еще лучше изучать испанский язык, если вы будете вместе, например, с испанками что-то шить или вязать, обсуждать какие-то вещи. Также, не знаю, можете, если вы психолог, проводить какие-то тренинги, вебинары, мастер-классы. Это также, если вы актер, можно также объединяться, да, и какие-то постановки ставить, это тоже музыканты. В общем, здесь все как бы зависит от нас самих, чем мы занимались у себя дома до переезда, и на что мы, в общем-то, способны сами, как мы хотим себя реализовать, как мы хотим вокруг себя пространство каким сделать счастливым и радостным или кислым, недовольным, брюзжащим. Вот это тоже очень важно. То есть самое главное — нести позитив, наверное, верить в лучшее и не обращать внимания на колкости, которые иногда говорят наши люди, которые окружают нас. Вот. Стараться в позитиве мыслить, надеяться на лучшее, двигаться вперед, развиваться, не останавливаться ни в коем случае. И все у вас получится. Друзья, есть необычные какие-то занятия. Вы можете, во-первых, вы можете заняться фотографией, делать какие-то фотографические эскизы. Затем, если вы хорошо знаете историю, географию Испании, вы можете заниматься тем, что будете водить, быть гидом, какие-то туры придумывать свои. Можете заниматься садоводством, ландшафтным дизайном, если у вас есть такое желание там, на своей вилле или вообще. Также вы можете создать свою линию одежды, запустить ее в Испании тоже как вариант, либо быть дизайнером, строить свои дома. Можете писать книги различные, если у вас есть такой дар, талант, да, вы можете писать книги, какие-то статьи, может быть, публиковать это где-то тоже о жизни, о переезде, каких-то тонкостях и нюансах. И, дорогие друзья, я хочу сказать, что можно очень много всего придумывать, если у вас есть таланты в определенной сфере, возможности и желания. Самое главное — желание. Дорогие друзья, как обычно, маленькая просьба: не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии. Это поднимает наше видео и дает возможность другим людям узнать ту информацию, которой мы с вами бесплатно абсолютно делимся, и что может быть полезно и интересно им при переезде, при эмиграции в другую страну, в частности в Испанию. Так что с вас лайки, комментарии и рекомендации друзьям. Ну и самое главное, друзья, когда вы переезжаете в другую страну, в другой город, посвятите себя своей любимой семье, своим любимым детям или родителям, которые, если вдруг приезжают с вами. Посвятите, у вас может быть больше гораздо времени на то, чтобы больше время проводить со своими детьми. А может быть, у вас еще родятся здесь дети, и поэтому у вас будет чем заниматься, в том числе и этим. А Испания, она располагает к тому, чтобы
познавать, развивать себя, находить новые какие-то хобби. И все здесь как бы сделано для людей, для детей. Поэтому вот это тоже не забывайте об этом, что ваши близкие, они переезжают с вами, и получайте от этого большое-большое удовольствие. От себя могу сказать, что за почти 6 лет жизни в Испании Испания подарила нам очень много приятных моментов. Здесь происходят какие-то интересные знакомства. И, кстати, дружба с соседями тоже прекрасное времяпрепровождение. Если вы будете дружить со своими соседями, вы можете приглашать их в гости и обмениваться какими-то культурными новостями, потому что соседи бывают из разных стран здесь. Например, у нас в Ориола-Коста живут соседи абсолютно из разных стран. Это очень интересно, это нас обогащает, развивает. Мы делимся в том числе друг с другом и различными рецептами. Пробуем новую кухню. Это тоже прекрасное времяпрепровождение. Выберите то, что вам больше всего нравится, и наслаждайтесь жизнью в Испании, прекрасной жизнью в прекрасной стране, с хорошей погодой, природой, как на юге, так и на севере. Везде есть свои плюсы и минусы, с минимальным уровнем агрессии, с хорошим настроением. Надеюсь, дорогие друзья, это видео было вам интересно и полезно. Я ответила немножечко на тот вопрос, чем можно заняться в Испании после иммиграции, после переезда в Испанию. Если это видео вам полезно и интересно, обязательно поддержите лайком, напишите свой комментарий и не забудьте посоветовать нас друзьям. Встретимся вновь в следующих наших роликах. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос. Пока-пока.